Османская империя, управляемая абсолютной монархией в классический период, управлялась султаном. Однако полномочия султана не были основаны на неограниченной и произвольной власти, как в других монархических государствах. Например, судебная функция была передана независимым судам, вышедшим из-под власти султана. Кроме султана, в османском государстве было еще два важных лица с точки зрения государственности и власти. Это был великий визирь и шейхуль-ислам. Великий визирь хранил у себя печать империи и управлял всеми министерствами. Шейхуль-ислам был главой ученого сообщества, на него возлагалась ответственность за науку, суды и богословие, а также он отвечал за все вопросы, связанные с порядком на территории империи, цены на базарах, состояние школ и больниц, качество дорог и другие социально важные вопросы. Этакий по-нашему судья, мэр и губернатор в одном лице. История Османской империи знает немало случаев, когда султаны казнили великих визирей. При этом и иногда лишение жизни столь важного государственного чина происходило по абсолютно надуманным основаниям. Иногда, когда читаешь отчеты турецких историков, ловишь себя на мысли о том, что большинство причин для казни садаразмов могли легко повлечь за собой заключение в тюрьму, но их казнили. В общей сложности в Османской империи служили 218 великих визирей, при этом 45 из них были казнены, то есть за 600 лет выходит простая арифметика, по 3 года правления на каждого и каждый 13-й казнен. А вот что касается шейхуль-исламов, то здесь дела обстояли иначе. Большинство из них довольно долго занимали свой пост и уходили с него чаще в связи с собственной смертью. За все время существования османского государства было казнено всего 3 шейхуль-ислама, и каждый раз это было как гром среди ясного неба для империи. Давайте рассмотрим причины казни шейхуль-исламов в Османской империи. До начала правления султана Мурада, сына Кёсем и Ахмеда, шейхи вполне себе не знали, что такое казнь. Их увольняли, ссылали, они уходили сами, но никто и никогда их не казнил. Самым суровым наказанием для этих слуг государства и народа было изгнание. И так продолжалось множество десятков лет, пока самый кровожадный султан Османской империи Мурад не нарушил эти правила. Ахидзаде Хусейн Эфенди, первый казненный шейх. Что же стало причиной казни столь важной персоны в Османской империи? История этого шейхуль-ислама длинная, но если вкратце пересказать, то выглядело это так. Султан Мурад получил множество жалоб от народа на плохие дороги в Изнике. Это административный центр провинции Бурса. За дороги в Османской империи отвечал местный судья Кадий. Мурад поехал на охоту в Бурсу через Изник и, не проведя никакого расследования, приказал казнить местного судью. Это не понравилось шейхуль-исламу Хусейну Эфенди, и он написал письмо Кёсем Валиде Султан, чтобы та указала на ошибки своему сыну. Он раскритиковал казнь Кадия Изника и сказал, что султан должен соблюдать традиции и не совершать столь опрометчивые поступки в будущем. Он должен советоваться с шейхуль-исламом и муфтиями. Мурад это шейху не забыл и не простил. Когда султан вернулся в Стамбул, он приказал сослать Хусейна Эфенди на остров. За ним был отправлен Бостанджи-Баши, который и казнил шейхуль-ислама. Масуд Эфенди Ходжазаде, второй казненный шейх. Он был сыном учителя султана Ахмеда I Мустафы Эфенди. Шейх служил в то время, когда регентом государства была Турхан-Султан. Масауд Эфенди заслужил большое доверие в лице Турхан и безмерно этим пользовался. Начал вмешиваться в государственные дела, в назначение на различные должности в администрации султана, указывал, что делать с мятежниками и так далее, чем вызвал негативную реакцию в свой адрес некоторых видных государственных деятелей и улемов. По Стамбулу стали ходить слухи, что шейхуль-ислам имеет такое огромное влияние на Валиде, что та ведет себя хорошо по первому его звуку. Понятно, что Турхан это не стала терпеть и уволила Месуда с должности, отправив губернатором в Санджак. Тот по дороге заехал погостить к другу и, как говорит история, там-то его и настигла смерть. Все это было результатом злого умысла визирей. Его тело было брошено в деревне за городом и оставлено на открытом воздухе на несколько дней, пишет один из историков.
Саид Мехмед Фейзулла Эфенди, последний казненный в Османской империи шейх. Фейзулла, дважды приходивший на пост шейхуль-ислама со времени правления Сулеймана II. Смерть Мехмеда Эфенди явилась результатом восстания янычар, но не только. Как пишется в истории, Мехмед Эфенди был очень самоуверенным и никого не слушал, слишком высокого мнения о себе и своих возможностях. Он довел всех своих родственников до ученых званий. Также влез во все государственные дела на уровне янычар и визирей. Однажды он ходатайствовал перед султаном об увольнении с занимаемой должности великого визиря. Здесь-то против него и закрутилась целая кампания, приведшая к казни. Когда султан узнал о том, что на самом деле из себя представлял Мехмед Эфенди, он сказал, в течение 9 лет он разрушал государство и выдавал фетвы вопреки шариату. Эфенди был уволен, а на его место поставлен новый шейхуль-ислам. По фетве нового духовного лидера Мехмед Эфенди был жестоким образом казнен. Его провезли избитого на осле по улицам города, затем задушили, а тело выбросили в море. Таким образом, в то время, когда регулярно казнили великих визирей в Османской империи, только 3 шейхуль-ислама были убиты за 600-летнюю историю. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, посещайте вкладку сообщества и узнавайте еще больше про Османскую империю.